Привет, друзья мои! Середина лета, 17 июля. Как видите, погодка у нас шикарная. Вот стою, мерзну в куртке. Сейчас примерно 15 градусов тепла у нас. Днем температура опускается до 10 и ниже. А 10 градусов, как мы знаем, это биологический ноль для винограда. Ну, более-менее еще так относительно комфортно себя ведут только прибалты. Остальные сорта винограда, они очень переносят сейчас стресс, им тяжело. На некоторых, я смотрю, даже коронки повыпрямлялись, шли очень хорошо, коронка выпрямилась, потому что им сейчас холодно. Это Нельсон, видимо, очень чувствителен к температуре. Дынька тоже молодой саженец, но у него коронка, кстати, загнута. Пока еще на него не сильно отреагировала. В общем, колеблется у нас температура от 15 до 18 градусов днем. И заливает дождями. Рост более-менее было пару деньков. В общем, рост шел и в принципе идет, но очень медленно. Как бы нам этого не хотелось. Мы на погоду повлиять никак не можем. В общем, у большинства коронки пока еще загнуты. Еще более-менее. Будем надеяться, что все-таки погода наладится, потому что у нас и так идет сдвиг по срокам созревания. Я боюсь, если такая погода продержится дальше, то будет полный капец. Мы урожая не получим. Значит, я и так до минимума все разгрузил. Но еще в процессе сейчас продолжаю немножечко разгружать. Неделю назад я обработал виноград очень даже вовремя. Это как раз были последние теплые деньки. Смотрите, вон треск уже пошел. И сейчас я подкормил кальцием, чтобы ягода не трещала. Кому интересно, подробное видео, вот здесь будет ссылочка. Аркадия идет медленно. В общем, когда вся эта пакость пройдет, дожди, буду делать очередную обработку. Болезней нет, все хорошо, все шикарно. Но вот вторая неделя пройдет, сделаю еще одну обработку. Как раз до первого созревания ягод примерно будет у меня 20 дней срок ожидания. Сделаю еще одну обработку и добавлю антистрессовый препарат. Какие антистрессовые? Тут смотрите сами, что у вас в регионах продается. Потому что у всех все по-разному. Алешка такую вот красоту надавал. В общем, ягода потиху дуется, но не так быстро, как хотелось бы, конечно. Процесс медленно, но идет. Я надеюсь, что... в общем, обещают прогноз погоды, что вроде бы сейчас должно потеплеть. Но посмотрим, потому что во всех регионах Беларуси все по-разному. Разговаривал с людьми, даже на западе Беларуси, там обычно всегда теплее как-то было, но там уже, по-моему, недели как две. Холодно. У нас буквально неделя в Минской области. Надежда ранее очень хорошо прет относительно молодой куст. Я ее немножко еще больше разгрузил. Смотрите, побеги. Большинство, конечно, до верхней проволоки дошли. Вот некоторые есть буквально до третьей еле-еле. И они все были загружены гроздями. Я с них все поснимал. Вот 3 побега, они вот до третьей, этот вообще до второй проволоки. В общем, я с 2 поснимал, на одной оставил. Вот эту гроздь, вот эти... По сути, 3 побега, я думаю, прокормит. Возможно, сниму и с этой. Потому что реально он не тянет. Смотрите. Коронка выпрямилась. Тут прямая. Тут немножечко загнутая. В общем, ужасный рост. А вот здесь шикарно. Я уже там поприщипывал. Неравномерно идет. В общем, если побег короткий, то лучше разгружайте, снимайте, не давайте ему перегруза. Сейчас немножко меньше получите урожай, зато в следующем году все будет шикарно. Не уйдет куст, истощенный в зиму, так сказать. Дубовский, конечно, красавец в этом году. Смотрите, какие лопухи. У меня таких никогда не было. Молодой куст, вот он первый раз выкинул такие грозди, смотрите. И их, по-моему, штук 9. В общем, его я тоже кальцием подкормил, потому что очень ужасно трещит. Очень. Поэтому по кальцию обязательно посмотрите видео. Очень полезно. Прима Украины. Ну вот уже отчетливо видны тыковки. Форма у нее такая, как тыковка. Начинает расти. Хотелось бы быстрее, но ничего не поделаешь. В общем, главное, все вовремя обрабатываем, чтобы не было никаких болезней. И все будет нормально. На погоду мы повлиять не можем, но на остальное в наших руках, так сказать. Здесь тоже короткие есть побежки. Были тоже с гроздями. Грозди я все с них поснимал. Оставил только на мощных, на длинных. В общем, разгружайте, не жалейте. Придушите жабу и продолжайте.
работать. Ну, кишмиш Юпитер, он большим никогда не был и не будет. Ну, вот он примерно быстро вымахал и стал на одном месте. Ну, вот примерно он такой. Кто у меня там в комментариях, по-моему, Ирина спрашивала по поводу листа. Ну, вот смотрите повнимательней, похож на ваш лист или нет. Вот молодые на пасынках. Сравнивайте. Да, опушение есть немножко внутри. Вот такой идет листик. Ну, давайте еще вот здесь. В общем, сравнивайте, пересорт у вас или ваш сорт. Ну, мускат-блау у меня, вот, кстати, радует. Смотрите, какие гроздочки. По 2 оставил. По 2 на побег. Я думаю, перегруза не будет, у него гроздочки небольшие будут. Напомню, где грозди от 700 грамм и выше, все прореживаем, оставляем одну гроздь на побег. Если до 500 примерно грамм, 300-500 можно оставлять по 2. Но опять же, смотрите, по вашему региону, по этому лету, на это лето рассчитывать сильно не стоит. Поэтому смотрите, у нас мало будет времени на вызревание лозы. Это очень важно для урожая следующего года. Аркадия вот только-только закончила, буквально некоторые соцветия закончили цветение. В общем, она пока такая, но она потом наверстает и всех обгонит. Это обычное поведение Аркадии. Поэтому меня она не беспокоит. По болезни нет, все чистенько, все шикарно. Я думаю, все нормально. Я просто вовремя умудрился обработать перед вот этими затяжными дождями и холодами. И вот буквально одна треснутая ягодка только попалась на мои глаза. И все, пока. Но я надеюсь, вот сейчас обработка кальцием, подкормка кальцием, она сделает свое дело. Да, спрашивал в прошлых видео по поводу дыньки, желтоватый лист. Ну, вроде выровнялся, все нормально. Короче, это сортовая у него особенность, он немножко отличается. Спасибо, кто писал в комментариях, что, в принципе, у него лист на самом деле немножко отличается по желтизне от других. Но в любом случае, так как у нас затяжные дожди, готовимся, наверное, к хлорозу. У нас, слава богу, в Беларуси стали продавать хелат железа, поэтому с этим уже проблем не будет. Если что, обработаем по листу, и проблем не будет. Ну, в крайнем случае, можно еще под корень подлить. Но так как влаги очень много, но не хочется лить лишнюю влагу под корень. Все, народ, я сильно вас задержать не буду. Такое постарался короткое видео. Всем хороших урожаев, чтобы вам в этом году повезло с погодой, чтобы виноград вас порадовал. Всем удачи, пока.